Что если древние цивилизации оставили нам предупреждения о катастрофах, которые мы просто проигнорировали? Майя высекли на камне точную дату катаклизма, который уничтожил их самих. 21 декабря 2012 года. Шумеры за 4000 лет до изобретения телескопа нарисовали карту Солнечной системы с планетами, которые современная наука открыла только в 20 веке. Египтяне построили пирамиды так, что они указывают на созвездие Ориона в положении, которое было 11 тысяч лет назад, за 7 тысяч лет до появления самого Египта. Все эти послания объединяет одно. Они предупреждают о чем-то грядущем. Но мы решили, что знаем лучше. В 1828 году французский археолог Жан-Франсуа Шампольон расшифровал египетские иероглифы и первым делом наткнулся на текст, который его ужаснул. На стенах храма в Дендере египтяне описали цикл катастроф, повторяющийся каждые 10 800 лет. Они называли это переворачиванием неба и земли. Последнее произошло примерно 10 тысяч лет назад. Они называли это переворачиванием неба и земли. Простая арифметика показывала, следующее должно случиться скоро. Жрецы записали конкретные признаки приближения катастрофы. Солнце начнет вести себя странно. Звезды сместятся с привычных мест. Животные потеряют ориентацию и будут массово гибнуть. Звезды сместятся с привычных мест. Животные потеряют ориентацию и будут массово гибнуть. Климат изменится за считанные годы. Шампольон сравнил эти описания с событиями своего времени и обнаружил пугающие совпадения. Магнитное поле Земли начало ослабевать именно в те годы. Птицы теряли направление при миграциях. Погода становилась все более непредсказуемой, но самым жутким оказалось другое. В храме Дендеры на потолке изображен зодиак, круг созвездий. Астрономы вычислили, что это расположение звезд соответствует 10-му тысячелетию до нашей эры. Египтяне зачем-то изобразили небо за 7 тысяч лет до постройки самого храма. Рядом с зодиаком высечены фигуры людей, держащих небо на вытянутых руках. Их лица искажены от напряжения. Под ними надпись «Те, кто удерживает порядок мира». В 1947 году американский исследователь Чарльз Хепгуд нашел связь между египетскими текстами и картами Пири Рейса. Эти карты 16 века показывали Антарктиду без льда. Береговая линия была прорисована с точностью, возможной только с воздуха. Сам Пири Рейс писал, что копировал древние карты времен Александра Македонского. Но откуда у древних греков могли быть карты, свободные ото льда Антарктиды? Последний раз континент был без ледяного покрова больше 6000 лет назад. Хепгуд выдвинул теорию смещения земной коры. Египтяне описывали именно это. Кора планеты может сдвинуться относительно ядра за несколько часов. Полюса окажутся в новых местах. Климат изменится мгновенно. Цивилизации исчезнут за один день. Те, кто выживет, начнут все заново. И обязательно оставят предупреждение потомкам. В 1929 году в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле обнаружили карту, которая не должна была существовать. Турецкий адмирал Пири Рейс нарисовал ее в 1513 году. На ней изображена не только Южная Америка с точностью до мельчайших бухт и островов, но и побережье Антарктиды. Причем континент показан без ледяного щита, с реками и горными хребтами. Американские картографы военно-морского флота проверили карту в 1952 году с помощью современного оборудования. Точность береговой линии оказалась идентична данным сейсмической разведки под километровым слоем льда. Пири Рейс не мог этого знать. Антарктиду открыли только в 1820 году, а рельеф подо льдом картографировали лишь в 20 веке. На самой карте адмирал оставил 21 заметку. В одной он написал, что использовал 20 источников, включая карты времен Александра Македонского. Еще он упомянул карту, которую нарисовал современник Христа. Но самое странное, Пири Рейс утверждал, что первоисточники созданы людьми, которые летали в небе и смотрели сверху вниз. В 1965 году нашли карту Аронтия Финея. Французский картограф создал ее в 1532 году. Антарктида изображена полностью, с внутренними территориями, свободными ото льда. Показаны реки, текущие от центра континента к побережью. Сейсмические исследования подтвердили, под 3-километровым льдом действительно существуют эти речные русла. Они были активны минимум 6000 лет назад. Филипп Буаше, картограф французского короля, в 1737 году опубликовал карту, где Антарктида показана как 2 отдельных острова, соединенных ледником. Только в 1958 году с помощью радаров выяснили, под единым ледяным щитом действительно 2 массива суши. Буаше не мог это увидеть, он тоже ссылался на древние источники. Все эти картографы копировали что-то более старое. Что-то созданное цивилизацией, которая знала географию планеты до последнего ледникового периода. Цивилизации, способной составлять карты с точностью современных спутников. И эта цивилизация исчезла внезапно, оставив только обрывки знаний. Самое жуткое. На полях карты Пири Рейса есть еще одна заметка.
Адмирал написал, что древние картографы пометили определенные регионы специальными символами. Эти символы означали опасные земли и места, которых больше нет. Большинство таких отметок стояло на побережьях, именно там, где сейчас находятся крупнейшие города мира. Шумерские глиняные таблички из Непура содержат информацию, которую невозможно получить без телескопа. Археологи нашли их в 1896 году при раскопках древней библиотеки. Возраст табличек 4700 лет. На них изображена Солнечная система с 11 планетами, включая Нептун и Уран. Современная астрономия открыла Уран только в 1781 году, а Нептун в 1846. Шумеры называли Уран Кахкап-Шанама, небесная зеленая планета. Voyager 2 подтвердил цвет только в 86 году 20 века. Нептун они описали как бледно-голубой мир с темными пятнами. Космический аппарат передал точно такое же изображение в 1989. Темные пятна оказались гигантскими штормами размером с Землю, но самое странное — 11-я планета. Шумеры называли ее Нибиру и утверждали, что она движется по вытянутой орбите, пересекая Солнечную систему раз в 3600 лет. Они описали ее как красноватое тело размером в 4 раза больше Земли. В 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института объявили о возможном существовании планеты 9, массивного объекта на краю системы. Расчетная орбита совпала с шумерскими данными с точностью до 8%. Дагон и Измали знали о Сирисе Б за 100 лет до его официального открытия. Французский антрополог Марсель Гриоль записал их предания в 1031 году. Дагоны описали спутник Сириуса как самую маленькую и самую тяжелую звезду. Они знали период обращения 50 лет и утверждали, что эта звезда состоит из материала тяжелее всего на Земле. В 1962 году астрономы подтвердили: Сириус Б — белый карлик с плотностью тонна на кубический сантиметр. Период обращения 50,1 года. Дагоны рисовали орбиту спутника в виде эллипса с Сириусом в одном из фокусов, точно по законам Кеплера. Они не имели письменности и телескопов, но знали то, что европейские астрономы узнали только с помощью мощнейших приборов. Старейшины племени говорили, что это знание передали учителя с неба во времена, когда мир был другим. Древняя обсерватория Напта-Плая в Египте построена 7000 лет назад. Каменные блоки расположены так, что указывают на 3 звезды пояса Ориона, но не в положении 7000 лет назад, а в том, которое было 12 тысяч лет назад. Строители знали о прецессии земной оси, явлении, которое современная наука описала только в 18 веке. Цикл прецессии составляет 26 тысяч лет. Древние астрономы отслеживали его и зачем-то отметили конкретный момент времени – 10-е тысячелетие до нашей эры. Все древние обсерватории указывают на этот период. Сфинкс смотрит на созвездие Льва в положении 10500 лет до нашей эры. Анкор-Ват в Камбодже выровнен по дракону того же периода. Тиауанака в Боливии ориентирован на небо 12-тысячелетней давности. Древние цивилизации пытались зафиксировать одну дату – дату последней катастрофы. Багдадскую батарейку нашли в 1036 году при раскопках парфянского поселения. Глиняный сосуд содержал медный цилиндр с железным стержнем внутри. Когда археолог Вильгельм Кёник залил туда уксус, прибор выдал 1 вольт электричества. Возраст находки дальше 2000 лет. Официально электричество открыли в 18 веке. Рядом нашли еще 11 таких батарей. Все были покрыты тонким слоем золота с одной стороны. Современные ювелиры используют точно такую технологию для гальванического покрытия. Парфяне применяли электролиз за 1800 лет до того, как Майкл Фарадей описал этот процесс. Но зачем им понадобилась эта технология и откуда они узнали принцип ее работы? Антикитерский механизм подняли с морского дна возле Крита в 1901 году. Бронзовое устройство содержало 37 шестеренок, собранных в сложнейший калькулятор. Рентген показал. Механизм предсказывал положение Солнца, Луны и 5 планет на годы вперед. Он учитывал эллиптическую орбиту Луны и даже включал календарь Олимпийских игр. Устройству 2100 лет. Следующий механизм подобной сложности появился только в XIV веке. Профессор Дерек де Соло Прайс из Ельского университета потратил 20 лет на изучение механизма. В 1974 году он опубликовал вывод: древние греки обладали технологиями, сравнимыми с XVIII веком. Но все эти знания исчезли. На обломках корабля нашли надпись «Сохранено из Великой библиотеки». Какая библиотека? Александрийская сгорела. Сколько таких механизмов утонуло вместе с ее свитками? Саксайоаман в Перу построен из блоков весом до 200 тонн. Камни подогнаны так плотно, что между ними не проходит лезвие. Никакого раствора. Поверхности обработаны с точностью до миллиметра. Некоторые блоки имеют 12 углов, идеально соединяющихся с соседними.
Современные каменотесы не могут повторить эту технологию даже с лазерным оборудованием. Инки утверждали, что не они построили крепость. Они нашли ее уже готовой и просто достроили верхние уровни. Разница видна невооруженным глазом. Верхние камни грубые и мелкие, нижние гигантские и отполированные. Испанские хронисты XVI века записали легенду. Крепость построили до потопа те, кто размягчал камни растениями. В 2000 километров от Саксайуамана стоит Пума-Пунку. Андезитовые блоки обработаны с точностью современных фрезерных станков. Просверлены идеально ровные отверстия диаметром 2 см. Вырезаны N-образные пазы глубиной 5 см. Поверхности отполированы до зеркального блеска. Андезит имеет твердость 7 по шкале Мооса. Его невозможно обработать медными или бронзовыми инструментами. Нужна сталь или алмазы. Боливийские геологи датировали блоки по выветриванию 15 тысяч лет. Это на 10 тысяч лет раньше официального появления цивилизации в Южной Америке. Местные легенды гласят, город построили за одну ночь гиганты, которые командовали камнями. После катаклизма гиганты исчезли, оставив только руины. Дендерские лампы в храме Хатхор показывают устройства, поразительно похожие на электрические разрядные трубки Крукса. Вырезанные в камне изображения демонстрируют колбы со змеевидными нитями внутри, соединенные кабелями с ящиками. Египтологи называют это символическими изображениями. Но инженеры построили точную копию по древним чертежам. Устройство работало и давало свет. Календарь майя заканчивается 21 декабря 2012 года. Не потому, что они перестали считать, а потому, что жрецы называли эту дату концом пятого солнца. Майя верили, что человечество уже пережило 4 глобальных катастрофы. Каждая уничтожала предыдущую цивилизацию полностью. Пятая эпоха должна была завершиться так же. В Дрезденском кодексе майя описали признаки приближения конца. Небо почернеет среди дня. Земля будет трястись без остановки, океаны выйдут из берегов, звезды упадут с неба. Последняя фраза в кодексе гласит: «И тогда воды поглотят все». Под текстом нарисован змей, извергающий потоки воды на землю. Из пасти небесного крокодила льется дождь. Старуха-богиня смерти выливает кувшин вод разрушения. Жрецы высекли точные астрономические данные на стеле в Капане. Они вычислили цикл в 5125 лет, время между катаклизмами. Предыдущий конец света произошел в 3113 году до нашей эры. Именно тогда, по геологическим данным, случилось массовое извержение вулканов по всему Тихоокеанскому кольцу. Температура планеты упала на 3 градуса за десятилетие. Цивилизации Ближнего Востока внезапно рухнули. Камень солнца ацтеков весит 24 тонны. В центре вырезано лицо Танатиу, бога солнца. Его язык – обсидиановый нож, символизирующий жертву. Вокруг 4 квадрата, изображающих предыдущие эпохи. Первая эпоха закончилась, когда ягуары пожрали всех людей. Вторая, когда ураганы смели цивилизацию. Третья – огненный дождь. Четвертая – Великий потоп. Пятая эпоха, наша, должна завершиться землетрясениями. На краю камня вырезаны 20 символов дней и 18 символов месяцев. Между ними 2 огненные змеи, встречающиеся мордами. Из их пастей появляются лица Тескатлипаки и Кецалькоатля, богов разрушения и созидания. Ацтекские жрецы утверждали, когда змеи сомкнутся полностью, небо упадет на землю. Хопи из Аризоны хранят пророчества на каменных табличках возрастом 1000 лет. Они описывают 9 знаков конца 4 мира, 8 уже сбылись. Первый – белые люди придут с громовыми палками. Второй – повозки поедут без лошадей. Третий – странные животные с длинными рогами заполнят земли. Четвертый – железные змеи пересекут землю. Пятый – гигантская паутина опутает мир. Шестой – каменные реки пересекут ландшафт. Седьмой – океан почернеет и множество существ умрет. Восьмой – молодежь отрастит длинные волосы и присоединится к племенным народам. Девятый знак записан отдельно. Небесное жилище упадет на землю с грохотом. Когда это произойдет, появится голубая звезда. Она будет танцевать на площади перед исчезновением. После придет красная звезда. Тогда закончится 4-й мир в огне и разрушении. Старейшины Хопи в 2009 году объявили: космическая станция «Мир» затонула в океане в 2001. Это был 9-й знак. Отсчет начался. Сивилла Кумская оставила пророчества в книгах Сивилл, которые хранились в римском храме Юпитера. Из 9 книг сохранились только фрагменты. В одном описан последний век, когда солнце померкнет, луна станет красной, звезды упадут. Земля откроется и поглотит города. Моря выбросят своих мертвецов. Сивилла датировала это событие, когда железные птицы заполонят небеса, а люди будут говорить с призраками через черные зеркала. «254 культуры на всех континентах хранят легенды о Великом потопе. Антрополог Ричард Андре задокументировал их в 1891 году. Совпадения слишком точные, чтобы быть случайностью. Вода пришла внезапно. Выжили единицы. Спаслись на лодках или высоких горах. После потопа мир изменился полностью.
Эпос о Гильгамеше описывает потоп за 1000 лет до библейского Ноя. Шумерский царь Утнапишти получил предупреждение от бога Энки построить корабль точных размеров. Длина, ширина и высота по 120 локтей, 7 палуб, покрыть смолой изнутри и снаружи. Взять семена всех растений и по паре каждого животного. Вода поднималась 6 дней и 7 ночей. На 7-й день корабль причалил к горе Ницир в Курдистане. Греческий миф о Девкалионе рассказывает ту же историю. Зевс решил уничтожить человечество потопом. Прометей предупредил своего сына Девкалиона построить ковчег. Дождь лился 9 дней. Вода покрыла всю Грецию. Ковчег прибило к горе Парнас. Девкалион и его жена Пира стали прародителями нового человечества. Индийская Матсья Пурана датирует потоп точнее остальных. Бог Вишну в облике рыбы предупредил царя Ману о катаклизме через 7 дней. Ману построил корабль и собрал семена. Потоп уничтожил все живое. Корабль причалил к Гималаям. Текст указывает астрономическое положение планет в момент потопа. Современные программы вычислили дату. 10-е тысячелетие до нашей эры. Китайские хроники династии Ся описывают императора Юя, который спас народ от великого наводнения. Вода поднималась до небес. Юй 13 лет строил каналы и дамбы. Он разделил Китай на 9 провинций после отступления воды. Хроники утверждают, до потопа география была другой. Реки текли в иных направлениях. Горы стояли в других местах. Инки Перу рассказывают о Веракоче, который предупредил пастуха о потопе. Пастух загнал лам на самую высокую гору Ант. Вода поднималась 50 дней. Она достигла вершины, но отступила. Когда воды ушли, лам осталось так мало, что пришлось ждать поколения для восстановления стад. Легенда добавляет деталь. Звезды изменили положение после потопа. Аборигены Австралии хранят предание о Нгурундере. Великая река вышла из берегов и затопила землю. Нгурундери поднялся на гору Нарунга с семьей. Они видели, как вода поглотила все племена. После потопа ландшафт изменился, появились новые заливы, исчезли старые равнины. Геологи подтвердили, уровень моря вокруг Австралии поднялся на 120 метров 11 тысяч лет назад. Племя Аканаган из Британской Колумбии описывает потоп с пугающими подробностями. Старик построил плот и привязал его к горе канатами. Вода поднималась так быстро, что люди не успели спастись, она была теплой и соленой. Дождь шел без остановки. Когда вода отступила, все прибрежные деревни исчезли. На их месте остался только ил и мертвая рыба. Маори Новой Зеландии говорят о Таухаке, который выжил во время потопа на вершине горы Хикуранги. Он видел огромную волну, пришедшую с севера. Она двигалась быстрее, чем летит птица. После потопа климат стал холоднее. Исчезли многие виды растений и животных. Маори датируют события 700 поколений назад. Это примерно 12 тысяч лет. Все легенды сходятся в датах между 12 и 10 тысячами лет назад. Именно тогда закончился последний ледниковый период. Уровень океана поднялся на 130 метров за несколько столетий. Прибрежные цивилизации ушли под воду, но легенды говорят не о постепенном подъеме. Они описывают катастрофу за дни, максимум недели. Митохондриальная Ева жила в Африке 150 тысяч лет назад. Генетики вычислили это в 1987 году, проанализировав ДНК женщин со всего мира. Все современные люди произошли от одной женщины. Но и хромосомный Адам жил совсем в другое время – 60 тысяч лет назад. Между прародителями человечества разрыв в 90 тысяч лет. Что случилось с мужским населением планеты? Генетическое бутылочное горлышко показывает еще страннее картину. 70 тысяч лет назад человеческая популяция сократилась до 2000 особей. Почти полное вымирание. Профессор Стэнли Амброуз связал это с извержением вулкана Тоба в Индонезии. Выброс пепла затмил Солнце на 6 лет. Температура упала на 15 градусов. Но генетики нашли еще 3 бутылочных горлышка. 13 тысяч лет назад популяция опять рухнула до критического минимума. Потом 12 тысяч лет назад. И снова 11 тысяч лет назад. 3 катастрофы за 2000 лет. Каждая уничтожала до 90% человечества. Выжившие несли специфические мутации, повышенную устойчивость к радиации и способность переваривать широкий спектр пищи. Эволюция не работает так быстро. Эти изменения выглядят как намеренный отбор. Вторая хромосома человека содержит аномалию. Она выглядит как 2 слившиеся хромосомы обезьян. У шимпанзе 24 пары хромосом, у человека 23. Наша вторая хромосома имеет 2 центромера и 4 теломера вместо обычных 2. Это следы слияния. Генетики датируют события от 700 до 800 тысяч лет назад. Именно тогда появился Homo heidelbergensis, прямой предок современного человека. Ген FOXP2 отвечает за речь. У человека он отличается от шимпанзе 2 мутациями. Профессор Сванте Паабо из института Макса Планка датировал эти изменения 120 тысяч лет назад. Именно тогда люди внезапно начали говорить. Не постепенно развивали речь тысячелетиями, а получили ее за одно поколение.
Статистическая вероятность таких точечных мутаций одновременно 1 к 10 миллионам. Ген HARAD1 контролирует развитие коры головного мозга. Он оставался неизменным у всех приматов 200 миллионов лет. Потом внезапно получил 18 мутаций за 5 миллионов лет у человека. 16 из них случились в последние 200 тысяч лет. Кора головного мозга увеличилась втрое за время, когда у других видов не произошло никаких изменений. Исследование 2020 года выявило участки ДНК, которые не встречаются ни у одного другого примата. 37 генов появились у человека из ниоткуда. Они не имеют эволюционных предшественников. Эти гены отвечают за абстрактное мышление, планирование будущего и осознание смертности. Генетики называют их орфанами. Гены сироты без родословной. Профессор Пол Дэвис из Университета Аризоны предложил в 2013 году проверить ДНК на наличие посланий. Генетический код может хранить информацию миллионы лет без искажений. Если древняя цивилизация хотела передать знания, она могла закодировать их в геноме. Математик Владимир Щербак нашел в ДНК повторяющиеся последовательности, которые следуют числовым закономерностям. Вероятность случайного возникновения 1 к 10 в 13 степени. Самое жуткое открытие сделали в 2018 году. В некодирующих участках ДНК обнаружили повторяющуюся последовательность из 127 символов. Она встречается у всех людей без исключения. Когда ее перевели в двоичный код, получилось изображение двойная спираль ДНК с указателем на конкретный участок. Этот участок содержит дату. Расшифровка показала 11 600 лет назад. Дата последнего катаклизма записана в каждой клетке нашего тела. Геолог Роберт Шох из Бостонского университета обнаружил на сфинксе следы водной эрозии в 1989 году. Вертикальные борозды глубиной до 2 метров могли образоваться только от столетий проливных дождей. Последний раз такой климат был в Египте 10 500 лет назад. Сфинкс минимум на 7 тысяч лет старше, чем утверждает официальная история. Египтологи построили его не фараоны, они только откопали из песка и восстановили. Чарльз Хэпгуд составил карту всех древних мегалитических сооружений в 1958 году. Гёбекли-Тепе в Турции, Стоунхендж в Англии, пирамиды Гизы, Тиаонака в Боливии, Анкор-Ват в Камбодже, Нан-Мадол в Микронезии. Когда он нанес их на глобус, обнаружил закономерность. Все сооружения выстроены вдоль линии, которая когда-то была экватором. Но не современным экватором, а тем, который существовал 12 тысяч лет назад. Земная кора сдвинулась. Полюса переместились на 3000 километров за несколько часов. Климатические зоны поменялись местами мгновенно. Мамонты в Сибири замерзли так быстро, что в их желудках сохранилась непереваренная трава. Эту траву нашли при раскопках в 1921 году. Ботаники определили – лютики и осока. Они растут только в умеренном климате. Мамонты паслись на теплых лугах и в течение часов оказались в арктическом холоде. Альберт Эйнштейн изучил теорию Хэпгуда и написал предисловие к его книге в 1952 году. Он подтвердил, смещение коры возможно при накоплении льда на полюсах. Масса распределяется неравномерно. Центробежная сила при вращении планеты создает напряжение. В какой-то момент кора срывается и проскальзывает по мантии, как кожура апельсина. Процесс занимает от 5 до 7 дней. Землетрясения магнитудой 9 баллов сотрясают всю планету без остановки. Океаны выплескиваются на континенты волнами высотой в километр. Вулканы извергаются одновременно по всему огненному кольцу. Пепел закрывает солнце на годы. Температура падает на 20 градусов за неделю. Прибрежные цивилизации исчезают полностью. Выживают только те, кто находится высоко в горах. Геологические данные подтверждают. 11 600 лет назад произошло событие, которое ученые называют границей плейстоцена и голоцена. За 50 лет вымерло 35 родов крупных млекопитающих. Уровень океана поднялся на 130 метров. Магнитное поле Земли ослабло на 40%. Содержание углерода-14 в атмосфере подскочило в 5 раз. Признак массовых пожаров по всей планете. Ледяные керны из Гренландии показывают резкое изменение климата. Температура упала на 15 градусов за 10 лет, потом поднялась на 20 за 5 лет. Такие колебания невозможны при нормальных условиях. В слоях того периода нашли иридий, элемент, который попадает на Землю только при падении метеоритов или кометных фрагментов. Кратер Хайавата под ледником Гренландии обнаружили в 2018 году. Диаметр 31 километр, возраст 12 тысяч лет. Удар астероида диаметром 1,5 километра, а ледяной щит толщиной 3 километра. Мгновенное испарение триллионов тонн льда, выброс водяного пара в стратосферу, глобальные ливни в течение недель. Именно тот самый потоп, о котором говорят все легенды. Но самое страшное – это повторяется. Геологи нашли следы минимум 5 таких событий за последние 100 тысяч лет. 74 тысячи лет назад – вулкан Тоба. 39 тысяч лет назад – Флегрейские поля в Италии. 26 тысяч лет назад – озеро Таупо в Новой Зеландии.
11 600 лет назад последнее смещение коры. Цикл составляет примерно 12 тысяч лет. С последней катастрофы прошло 11 600 лет. Мы живем в конце цикла. Магнитное поле Земли ослабевает на 9% каждое столетие. За последние 170 лет оно потеряло 15% силы. Магнитные полюса сместились на 2300 километров с начала 21 века. Скорость смещения ускоряется ежегодно. Южноатлантическая аномалия расширяется. Космическая радиация проникает глубже в атмосферу. Все признаки, которые описывали древние перед катастрофой. Древние цивилизации пытались предупредить нас о циклической природе катастроф. Они высекали даты в камне, закодировали информацию в мифах, построили обсерватории, указывающие на момент последнего уничтожения. Шумеры оставили астрономические таблицы с циклом в 3600 лет. Майя вычислили период в 5125 лет. Египтяне записали интервал в 10 800 лет. Все они описывали одно – повторяющееся смещение земной коры. Платон написал о Атлантиде не как о сказке, а как о предупреждении. Он датировал ее гибель 9000 лет до его времени. Это 11 400 лет назад. Ровно период последнего катаклизма. Жрецы Саиса рассказали греческому законодателю Солону: «Вы помните только один потоп, но их было много». Они показали записи о цивилизациях, существовавших и исчезавших до Египта. Солон привез эти записи в Афины. Платон получил их от своего деда. Мы проигнорировали главное послание. Катастрофа неизбежна, но к ней можно подготовиться. Ной построил ковчег, получив предупреждение. Утнапишти спас семена растений и животных. Девкалион поднялся на самую высокую гору. Виракоча научил инков строить террасы высоко в Андах. Все выжившие знали заранее и действовали. Современная цивилизация игнорирует признаки. Магнитное поле ослабевает быстрее, чем предсказывали модели. Вулканическая активность выросла на 34% за последние 30 лет. Землетрясения магнитудой выше 7 баллов участились вдвое с 2000 года. Климат меняется не постепенно, а скачками. Животные теряют способность к навигации. Киты выбрасываются на берег, птицы сбиваются с маршрутов миграции. Хопи сказали, 9 знаков конца уже проявились. Небесное жилище упало. Станция «Мир» затонула в 2001. Голубая звезда появилась. Комета Холмса вспыхнула в 2007, став видимой невооруженным глазом. Осталась красная звезда. Астрономы отслеживают Бетельгейзе, красный сверхгигант в созвездии Ориона. Она теряет яркость и готова взорваться. Когда это случится, на небе появится вторая звезда, видимая даже днем. Хопи говорят, после этого начнется переход. Древние не просто предупреждали. Они оставили инструкции по выживанию. Пирамиды построены как убежище и хранилище знаний. Гёбекли-Тепе засыпали специально, чтобы сохранить для будущих поколений. Подземные города Каппадокии вмещают 20 тысяч человек и запасы на годы. Мегалитические сооружения по всему миру размещены на высотах выше 300 метров. Безопасная зона от цунами. В 1994 году правительство Норвегии начало строительство Всемирного хранилища семян на Шпицбергене. Глубоко в вечной мерзлоте хранятся миллионы образцов семян всех культурных растений. Официальная причина – это защита от войн и катастроф, но выбор места говорит о другом. Шпицберген находится на высоте 130 метров над уровнем моря на скальном основании. Именно там, где предки строили свои убежища. Проект Свальбард расширяется. К 2030 году планируют создать хранилище всех накопленных человечеством знаний. Ни в цифровом виде больше электроника не переживет магнитную бурю. В аналоговом, выгравированном на никелевых пластинах. Срок хранения 10 тысяч лет. Ровно один цикл до следующей катастрофы. Древние цивилизации оставили нам все необходимое. Карты безопасных зон, описание признаков приближения катаклизма. Технологии строительства устойчивых сооружений, методы сохранения знаний. Они прошли через это и выжили. Их послание простое. Это повторится, будьте готовы. Мы проигнорировали предупреждения. Но еще не поздно прислушаться к голосам из прошлого. Они пережили конец своего мира и дали нам шанс пережить конец нашего.